мне еще сегодня на бал надо успеть. Я сделала платье из пленки. Дизайн от Элли Ди. Всем привет, я Элли Ди, со мной моя собака Джина, и сегодня я буду делать эпичное и эпатажное платье из пленки. Я очень хочу пышное платье. Куда в нем пойти? Можно на выпускной или на красную дорожку. Не знаю, конечно, какое платье получится, увидим. Подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить, что же я придумаю еще новенькое. А мы начинаем. Ох уж эти затеи с пленкой. Давайте я покажу, что у меня есть для платья. Джина, нет, ты не для платья. Во-первых, у меня есть очень интересный материал на этот раз. Это называется металлопластиковая труба. Купила я ее в строительном магазине, длина 15 метров. Я не знаю, сколько мне понадобится, купила с запасом. У меня есть один маленький кусочек, я хочу вам показать, насколько интересен этот материал. Он гнется, вот это кусочек такой металлопластиковой трубы, посмотрите, как он гнется. И прекрасно сохраняет свою форму, поэтому эта трубка будет каркасом платья. Помимо этого у меня есть вот такие кусачки, которыми я буду отрезать лишнюю трубу, если она будет. И еще у меня есть 3 рулона пленочки. Моей любимой пленочки, из которой у меня уже сделан дом на дереве из пленки, потом вторая комната дома на дереве из пленки, потом батут из пленки, и я сделала бассейн из пленки. Если вы не видели эти ролики, обязательно посмотрите. И теперь в коллекцию к этим роликам добавится еще и платье из пленки. На всякий случай у меня 3 таких рулона, опять же не знаю, сколько пригодится. Платье хочу красивое и пышное. Чтобы платье было пышным, его юбка, то есть нижняя часть платья, должны держаться на чем-то. Каркас будет сделан из вот этой металлопластиковой трубы. В обычных платьях, вот в пышных таких свадебных или выпускных, для того, чтобы была пышная юбка, используются обручи, так сказать, подъюбник на обручах это называется. Поэтому у нас в качестве обруча будет металлопластиковая труба. Благодаря тому, что она гнется, мы сейчас сделаем классную пышную юбку. Давайте прикинем, как это будет, хотя бы примерно. Итак, у меня есть труба. Я как-то встану в центре, наверное, мне будет помогать мой парень с этим платьем. Нижнюю часть обруча сделаем шире, и дальше пойдет на сужение. И где-то это будет висеть у меня на бедрах. Я думаю, что трубу мы изогнем спиралью, то есть от большого диаметра к маленькому, что будет висеть у меня здесь. Ну, как-то так. Итак, ребята, начало платью положено. Верхнюю часть этой трубы я закрепила у себя на талии. Она так ровно держится, так крепко достаточно. И можно сказать, что, ну, не слетает, смотрите. Все нормально вроде. Теперь нам нужно работать над нижней частью нашей юбки, чтобы она была реально пышная. Ребята, сейчас вы можете видеть промежуточный вариант нашего подъюбника, точнее его каркаса. До конца я его еще не сделала, потому что там еще будет шире к низу. Но что я хотела сказать, это то, что сами кольца приходится поддерживать при помощи скотча, поскольку они очень гибкие и от своей тяжести как бы форма меняется. И чтобы такого не было, я фиксирую вот таким образом скотчем. Мне кажется, будет очень-очень пышное платье. Итак, давайте посмотрим каркас для будущего платья, который получился. Вот вы теперь сейчас можете увидеть, насколько оно будет пышное. Я его скрепила полностью скотчем. И я не знаю, но это настолько пышно, что я даже не знаю. Я не могу в этом платье ни сесть, ни что-либо делать, поэтому я просто стою и публикую фотки в Инстаграм. В общем, интересно, догадаются ли подписчики Инстаграма, какой ролик будет. Сейчас начнется самое интересное. Сейчас каркас будет превращаться в платье, потому что начнем оборачивать это все дело пленкой. Моя любимая пленочка. Кстати, ребята, в комментариях под этим видео пишите ваши идеи, что мне сделать с пленкой. Конечно, это еще далеко не финал, далеко не финал. Вы можете увидеть, что я вот таким образом обматываю как бы вокруг этих обручей, и получается вот такое пышное платье. Сейчас я доделаю подъюбник, и мы приступим ко второй части. Это будет талия и вот эта верхняя часть платья. Хочу обратить ваше внимание на то, как красиво получается вот эта вот смятость пленки, как она красиво блестит, и создается некое такое даже ощущение ткани. Я продолжаю. Мне это уже начинает очень нравиться, потому что это выглядит, ну, нереально здорово. Смотрите, я просто беру и хаотично, разматывая пленку, ее просто накладываю на вот
этот весь каркас, причем не обязательно натягивать прямо сплошную, так сказать, натяг, можно просто вот так вот раскладывать, образуя вот такие вот волны, так скажем, имитация ткани. Я постараюсь сделать до той степени, чтобы не было видно вот этих вот обручей. Продолжаем, а то мне еще сегодня на бал надо успеть. Ох, сейчас я сделаю несколько классных фоток в мой инстаграм. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка на него есть в описании под этим видео. Там очень много классных фото, видео, очень много сторис и, конечно же, трансляции. Буду вас там ждать. Ну а у меня, между прочим, готова вся нижняя часть моего платья. Теперь вы можете оценить, какое оно пышное и очень, мне кажется, какое-то прям принцессное получилось. Немножко, может быть, свадебное, но это еще не все, потому что сейчас надо будет оформить талию, верхнюю часть, чтобы это все было красиво. Интересно, как это все будет выглядеть. Хочу сказать, что в принципе удобно, и если мне бы довелось быть на какой-нибудь красной дорожке, я бы, наверное, туда пришла в этом платье. Ну а в чем же еще может прийти Элли Ди после нескольких роликов с пленкой? Ну что, ребята, я готова к балу, и мое платье тоже готово. Оно получилось очень пышное, просто невероятно. Здесь я оформила талию и также здесь оформила ракушки. Правда, мне кажется, оно меня чуть-чуть полнит, но я думаю, что это из-за многих-многих слоев пленки на талии. Только интересно, как же я буду садиться и ходить в туалет. Я сделала платье из пленки. Шикарное вечернее платье. Может быть, даже свадебное. Дизайн от Элли Ди. Из пленки. Та-да-та-да-ра-та-та-тан-тан-та-да-дан-тан. В этом платье очень классно танцевать, можно просто делать вот так. Джина, иди скорее на ручки. Ну давай, иди на ручки. Иди на ручки ко мне, иди, моя девочка, на ручки. Ну давай. Джинка, ты меня узнаешь? Хоть чуть-чуть узнаешь? Кстати, у меня есть канал о питомцах, ссылку на него оставлю в описании под этим видео. Обязательно подписывайтесь и туда. Если тебе понравилось мое платье, ставь палец вверх этому видео и обязательно подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые классные ролики. Увидимся!